Привет, мои дорогие! Здесь для вас будут работать две колоды. Золотое колесо. Очень классные карты. С левой стороны это будет первый расклад. И второй расклад будет на колоде Light Seers, или переводится как Таро провидцев или Таро работников света. Это свободный перевод. А здесь можно узнать, по судьбе ли вам новые отношения, будете ли вы еще счастливы в личной жизни, как у вас будет складываться в дальнейшем. Вы видите два домика. Эти домики заговоренные, они на счастье обе. И это будет сигнификатор левой и правой колоды. То есть вы будете знать, расклад будет левый или правый, по тому, какой домик я буду использовать. Итак, левый домик для левой колоды и правый для правой. Можно выбрать, конечно, колоду. Вы хозяин-барин, вы делаете что вам угодно с этим видео, так как вам лучше, чтобы получить максимальный результат и советы от карт. Единственное условие, поскольку я спрашиваю высших сил, смотрите, пожалуйста, от начала и до конца. Здесь точно прояснится все. Так бывает, что какая-то часть из левого расклада резонирует с вами, а какая-то из правого, и процентное соотношение, оно у всех будет разное. Поэтому гадание онлайн, оно лучше, чем заказанное, на мой взгляд. На дне колоды мы имеем колесо фортуны. Это очень удачная карта, она самая счастливая. И на вопрос, будете вы ли еще счастливы в личных отношениях, я 100% вам говорю, что да. Вы, конечно, будете счастливы в личных отношениях, иначе бы не вышла бы такая карта на дне колоды, да? Но расклад покажет подтверждение моих слов и так далее. То есть я сейчас буду для вас брать основные карты, как бы вехи вашей жизни, да? Показывать, например, можно видеть каждую эту карту как один шаг на пути к счастью, советы Таро, как каждый шаг проходить, чтобы сейчас стать счастливой в личной жизни, или же просто просмотреть будущее. Вторая карта, третья карта и четвертая. У нас 4 основные карты и 3 карты подсказки, которые я на столе выложу. Я использую как горизонтальный, так и вертикальный ряд, чтобы, в общем, это человек горизонтально и вертикально, это днем и ночью, да, это идет здесь глубоко в астрологию, такой расклад по выкладке. Итак, сейчас мы посмотрим 4 основные карты. Первая карта — королева пентаклей. Как вы видите, это вы, боярышня, госпожа, человек, у которого все есть для счастья. Есть деньги, есть достаток, есть любимый человек, есть счастье, есть понимание себя в паре. Это очень хорошо. А также здесь идет речь о том, что или у вас будет хорошая зарплата, хорошая работа, или вот человек в личной жизни ваш, он будет очень хорошо зарабатывать. Эта карта говорит о том, что вы, может, переедете в лучшую квартиру, в лучший дом, благоустроите свое жилье. Эта карта говорит о том, что у вас все будет в порядке в финансовой сфере и будет источник постоянного дохода. Как у него, так и у вас будет источник постоянного дохода. Зачем нам нужен источник постоянного дохода? Прежде всего для вот так называемой безопасности, да, чтобы быть уверенным на завтрашний день. Потому что деньги дают просто уверенность, они не индикатор счастья, это точно. Хотя именно в этих картах и вообще в Таро пентакли, это же тоже радость и помощь высших сил, ценности, да. Это настанет такое время в вашей жизни, когда вы и ваш любимый человек будете полностью понимать друг друга. Когда у вас будет полное соответствие, и вы не будете сомневаться в друг друге. Это может быть тоже новый знакомый. Счастье точно будет. Так, вторую карту вам показываю, и это карта «Сила». На карте «Сила» именно в этих картах вместо льва изображен медведь. Потому что, как вот в джунглях, в сафари лев – это самая сильная сила, самое мощное животное, так у нас в северных странах, северное полушарие, у нас медведь в лесу, самое сильное животное. И я как никакой другой человек знаю, потому что я не раз сталкивалась с медведем лицом к лицу. И я знаю, какая это сила. Эту силу не передать словами. Поэтому я вам сразу скажу, что именно вот хорошо на этих славянских, можно сказать, северных, не обязательно славянских картах,
Карта сила передает, что ваши отношения, это будет сила, сильный тандем. Вы и ваш любимый человек – сильный тандем. Это тандем взаимопонимания, это тандем, когда никакие внешние обстоятельства, никакие другие лица не могут абсолютно вам навредить. Никто не может вам навредить. Нет в окружении вашем никого сильнее вашей пары. И это именно показано вот в старшем аркане сила. Я хочу сказать, что если вы не имеете еще таких отношений, такие отношения возможны. И причем именно этот старший аркан говорит, что уже высшие силы знают о вашем запросе, и высшие силы уже работают над тем, чтобы вам помочь. Смотрите, третья карта опять показывает старший аркан. И старший аркан говорит о том, что начнется знаменательное время. Такое время, которого вы даже не ожидали. Это время знаменательно тем, что будут советы даваться вам. Ну, например, что может означать иерофант? Вы встретитесь, потому что вам кто-то посоветует этого человека, посоветует сайт знакомств. Да? Такой отдельный сайт знакомств, где вы можете познакомиться, встретиться. То есть здесь четко идет речь о том, что кто-то даст вам совет, кто-то познакомит вас, или же, опять же, сайт какой-то дадут вам идею, да, какую-то. А также эта карта может просто означать именно тот человек, о котором вы сейчас просили. То есть человек мудрый, сильный, умный, успешный и где-то в какой-то степени учитель. Может, вот в своем профессиональном поприще, на своем, так сказать, да, он достиг уже того места, да, той позиции, где у него учатся другие, он уже занимает, может, позицию менеджера, главы какого-то предприятия или будет занимать, вплоть до очень высокой должности. Иерофант – это тоже традиции. Здесь может быть, что человек, с которым вы встретитесь, он из ваших традиций или же из традиций какого-то рода, да, какой-то культуры, где он очень серьезно относится к традициям. Еще одна карта вышла. И как вы видите, номер 9. 9 номер – это полнота чего-то или завершение. Ну, а карта – это мечевая, мечи. Что означают мечи? Мечи часто означают препятствия или проблемы. Вот представьте себе, что у вас и у человека, с которым вы раньше жили, у вас были какие-то проблемы. Проблемы эти могли быть связаны с тем, что или вы не понимали друг друга, или у человека были вредные привычки. И в результате того, что у него были вредные привычки, у вас не ладилась личная жизнь с таким человеком. Теперь эта карта девятка показывает, что новый человек, который вам встретится, у него не будет вредных привычек. Кстати, девятка меча может показывать кого-то, кто имел вредные привычки и справился с ними. Да? Например, выпивал и убил у себя эту привычку, да, вылечился, так сказать. Либо же что-то еще было, может болел и вылечился. Но девятка меча говорит, что его страдания закончились. Кстати, эта карта может тоже изображать вас и сказать, что у вас уже страдания закончились. Если ваши страдания, неудачи были связаны прежде всего с личной жизнью, они у вас уже практически закончились. Теперь я буду брать 3 карты в горизонтальном порядке. И вообще, на самом деле, это же крестовина. Крест – это символический астрологический человек, горизонтально и вертикально. Горизонтально – это человек больше, когда он отдыхает, его внутренний мир. А вертикально – это как он днем, его активная жизнь во внешнем мире. Вот эти 3 карты скажут основное. Смотрите, что у вас будет в личной жизни. И выходит верховная жрица, High Priestess, или верховная жрица. Еще один старший аркан. Если я сейчас посмотрю на этот расклад, я могу с уверенностью сказать, что, во-первых, вы будете счастливы в личной жизни. Во-вторых, откроются небеса и дадут вам именно
того человека, о котором вы мечтали, грезили, видели во сне, может, его в юности. Вы представляете себе точно, кого вы хотите. Верховная жрица – это магическая карта. Это карта заговоров на любовь. И она говорит прежде всего о том, что, вы знаете, небеса слышали ваш запрос. Небеса не раз слышали ваш запрос. Небеса не раз были с вами в тех чудесных местах, где, может быть, во сне или, может быть, в ваших визуализациях вы себя представляли с тем человеком, с которым вам лично будет интересно. Того человека, с которым вам будет, знаете, все делить легко, потому что по многим параметрам вы будете сходиться, подходить друг к другу. Верховная жрица – это вот такая мудрая сила женская, которая привлекает женскую любовь и счастье, да, именно женское счастье. Поэтому я могу сказать, что расклад заговоренный на любовь. Это мощный очень расклад. Итак, вторая карта – это семерка жезлов. И здесь, знаете, говорится о вас, если вы не верите в свою удачу. Потому что семерки – это всегда какие-то или иллюзии, или визуализации, в которые вы не верите. Да? Смотрите на расклад и не верите, что такое счастье возможно. Думаете, но это все иллюзорно. На самом деле визуализация – это серьезно. Потому что мозг думает, что уже это было, и убирает препятствия на пути. Жезлы – это всегда энергия. А мы, когда думаем о личной жизни, мы хотим для себя энергии любви, да? Энергии покоя, взаимопонимания. И здесь вот такая вещь. Смотрите, вы сеете какой-то урожай, вы как сеятель, да? Помните притчу о сеятеле? Сеятель просто разбрасывал семена. И он был уверен, что все будет так, как нужно. И вы сеятель. О чем эта карта говорит? Что вам нужно искать очень активно себе пару. Причем так активно, чтобы вы не заморачивались на тему, ой, вдруг я старая, вдруг не пойдет, вдруг я там английского не знаю, если хотите за рубежом искать. Вот как сеятель, он сеет семена и знает, что все будет так, как нужно. Какое-то семя попадет в благоприятную почву, какое-то и нет. Но главное сеять, главное продолжать искать. А также вот будете продолжать, и вы найдете очень стабильного человека, потому что это карта чаш. Пятерка чаш – это человек, который найдется, который вышел только что из каких-то отношений. То есть он вот не тот, который ищет в себе треугольник, да, на свою голову. Ведь попадаются иногда, к сожалению, мужчины или женатые, или которые в отношениях уже есть, но им вот не имется, им хочется еще вот какую-то другую грань женщины. Так вот, пятерка чаш – это не такой человек. Очень часто попадаются женатые женщинам, которые просто очень как бы наивны и доверяют мужчинам, да. Но я хочу сказать, по этому раскладу у очень многих проиграется, что вам попадется человек, который уже закончил отношения перед вами. Понимаете, он там поставил точку. Он или уже разошелся, или уже даже разъехался, или сказал ей, что между нами все закончено. Видите, по пятерке чаш он знает, что те предыдущие отношения для него не работали никак. Ему не подходила та другая женщина. Ну, никак не подходила. Они ссорились, они ругались. И у него осталась грустная такая составляющая тех отношений. Чаши стоят вниз, да? Вот как больше пить не буду, да? Типа, а может, он и выпивал, говорит, больше пить не буду. Больше не буду с ней встречаться, с той другой женщиной. Мне нужна новая женщина, я знаю, какая. То есть вам попадется мужчина, который будет именно вас искать. По вашему лицу, по вашей профессии, по вашим культурным предпочтениям. Я сейчас убираю карты, потому что я еще сделаю для другого дома. Это у вас розовый дом, у нас еще будет синий дом, голубой, можно сказать. И для этого другого дома я сделаю другой расклад. А вы решите, что где подходит больше. Но я просуммирую, пока готовлю второй расклад, что вы будете удивлены, как этот расклад для вас проиграется. Вам встретится мужчина, который уже закончил предыдущие отношения, профессионал по
иерофанту, духовность общая у вас, он иерофант, вы верховная жрица, да, у вас есть какой-то общий духовный путь, идеи духовные, в общем, и есть о чем поговорить, девочки и мальчики, да. Мальчики тоже смотрят. Итак, этот розовый дом, он привлекает к вам очень приличного человека, который сейчас один, и он ищет для себя именно компаньона по жизни, да, партнершу, компаньона. Но если вы мужчина, партнера, партнершу, да, если мужчина партнершу, если женщина партнера. Ну, вообще в астрологии просто партнер называется. Сейчас я вкладываю эти карты назад в коробочку и буду брать другую колоду и другой дом. И этот дом тоже, вот этот голубой дом, да, давайте назовем голубой дом, он будет привлекать в ваш дом партнера, будет привлекать в ваш дом счастье, любовь, взаимопонимание. Кстати, для некоторых проиграется, что ваш партнер теперешний найдет к вам дорогу, вы будете понимать друг друга, да. Ну вот, выставляем голубой домик. И давайте поставим 3 заговоренные шишки. Шишки еловые, шишки сосновые. Всю беду заберут и любовь в дом вернут. Кстати, по этому заговору может случиться так, что мужчина, с которым у вас очень плохо было, и вы даже ищете себе другого, он изменит свои отношения к вам. В общем, вы себя узнаете. Вы обязательно узнаете, какие мои слова будут касаться именно вас. Что было на дне колоды? Карта умеренность. Понимаете, мужчина, который ведет умеренную жизнь. Он здесь в майке, имеется в виду, что он спортом занимается, что он ведет умеренную жизнь. Он и вас может приобщить к спорту. Он не выпивает, точно, он спортивный в любом возрасте. Очень организованный, дисциплинированный человек. Человек 21 века, вот такой, который занимается спортом, активный, интересный, со многими интересами. И вам будет с таким человеком приятно и интересно, потому что может быть такое, что меня смотрят девочки, у которых с предыдущим партнером какая-то была скучная жизнь, однообразная. Он не развивался. Вот вы ушли далеко вперед в развитии, а он какой был 20 лет назад, такой и есть. Поэтому вам судьба вот предлагает нового развитого человека. Умеренность – это, знаете, когда человек имеет фокус на здоровом образе жизни, я бы сказала. Это здоровая диета, не обязательно вегетарианец. Нет, всееды тоже это очень здоровая диета. Главное, чтобы баланс был, да. То есть у которого здоровый образ жизни. А сейчас я буду делать ту же самую схему. Вначале беру вертикальные карты. Еще раз повторяюсь, астрологический древний принцип. Человек – это вертикальная полоска и горизонтальная полоска. Имеется в виду внешняя жизнь и внутренняя, днем и ночью. Да? 4 карты будут вертикальные, потому что днем жизнь важнее. Мы же на этой земле живем в материальном мире, правда? Поэтому важнее, конечно, жизнь днем. И возьму 3 карты позже на горизонтально. Итак, первую карту мы уже открыли, и это 2 пентаклей. Я могу сказать, что новый партнер, новый человек будет иметь 2 источника дохода. Это для многих проиграется. То есть, когда вы встретитесь, он вам расскажет, что у него есть хобби, где он, знаете, делает что-то, что он любит делать, и это уже начало приносить какие-то деньги. У некоторых проиграются большие деньги, у некоторых не очень большие, но он точно имеет какое-то хобби. И у него на предприятии, где-то он тоже задействован на предприятии. Что еще это может означать? Что 2 дороги открыты у него. 2 дороги, и он активный очень. Активный. Может быть, он или живет на 2 страны, или же вечером занимается, может, чем-то. Да, там был спортивный мужчина, может, вечером в спортзал ходит. 2 дороги, он их очень любит. Он любит свою жизнь. Вам встретится по этому раскладу оптимист. Человек, который любит свою жизнь, который организовался хорошо, у него все идет по плану, и все, что ему нужно, это партнерша. У него нет никого. Он хочет себе найти человека, с которым ему было бы приятно делить радости, ну, может быть, и печали тоже, ведь давайте посмотрим правде в глаза. У нас у всех бывает и
хорошие дни и не очень хорошие дни, да. Так вот он хотел делить. Вторая карта, еще одна карта сила. Вы понимаете, да, это место силы. Потому что по первому раскладу у нас вышла карта сила. И если вы не помните, можно перемотать назад, послушать. Вот именно сила, старший аркан, это место силы в этом раскладе. И я хочу сказать, что и по первому, и по второму раскладу отношения вам прекрасные, гарантированы, 100%. У вас обязательно будут новые отношения, или же ваши отношения с вашим человеком, ну вот кардинально изменятся, да, сила кардинально изменится. Ваша пара как бы войдет в свою силу. Не зря вот я заговорила шишки, и получилось вместо силы. Вот уже чудодейственный расклад, да, неисповедимы пути Всевышнего в раскладах. О чем это говорит карта? Во-первых, что этот человек вдохнет вдохновение в вашу жизнь. Ваша жизнь начнет меняться сильно. Вы сами станете более спортивны, вам захочется жить, у вас появятся новые увлечения, общее увлечение с этим человеком. Вселенная благословит вас силой, вот энергия вернется. Знаете, потому что, я немножко больше скажу, потому что ведь это место силы, да, говорит о том, что если был негатив на вашей паре, именно карта сила говорит, негатив уйдет. На всю жизнь пропадет полностью негатив, и вы на всю жизнь очиститесь от любого негатива. Знаете, эта карта, она дает защиту от темных, негативных сил, которые больше на вас никогда не смогут влиять. Почему? Потому что здесь идет намек, особенно в этой колоде очень мощно, половина лица льва, половина лица человека, вы видите, да? Идет речь об архангеле Ариэле, или Ариэл так, на разных языках. Это архангел, который защищает от негатива, лев Бога. Итак, такой лев Бога есть у нас на карте сила, старший аркан, и на двойке чаш. У Райдер-Вейт, помните, там лев сверху, и он и она обмениваются чашами. Поэтому вы будете вместе и будете, скорее всего, женаты. Так, третья карта повешенный, еще один старший аркан. Она характеризует этого нового партнера как человека вдумчивого, серьезного, знаете, неторопливого на гнев. И мне это очень нравится идея, потому что об этом написано у апостола Павла. Что такое любовь? Да? Там, где описывается любовь, такой очень красивый поэтический пассаж. И в нем говорится, что любовь неторопливая на гнев. Так вот, этот новый человек, он будет не гневный. То есть внимательный, терпеливый и очень, как бы сказать, ну вот и не раздражительный. Если у вас предыдущий мужчина мог быть раздражительный, такой, знаете, быстрый на злые слова, так вот этот будет полная ему противоположность. А также здесь идет намек на вашу общую жизнь, такую медленную, счастливую, неторопливую, спокойную личную жизнь. Повешенный характеризует иллюминацию ума, да? Там всегда солнце в голове. То есть вот будет радостное общение, когда мысли будут приходить только спокойные, радостные, а также будет доверие партнеру. Потому что солнце, оно символизирует прояснение, доверие, да? Когда солнце есть доверие, потому что мы видим вокруг все понятно. Четвертая карта. Хочу сделать быстренько. У меня не получается быстро, я так стараюсь. Итак, это девятка пентаклей, дорогие мои. Что такое 9, напомню. 9 – это последний номер, это окончание чего-то. И как вы помните, в первом раскладе тоже девятка была последняя из 4. Но там была девятка меча, а здесь девятка пентаклей. 9 – это полнота чего-то, да? Полнота чего? Ну, понятно, денег, потому что пентакли – это деньги. У вас с этим человеком либо вы соедините 2 зарплаты, либо он очень хорошо будет зарабатывать. Я вижу 2 источника дохода по первой карте двойки пентаклей. Да, расклад действительно очень логический, да. То есть у него 2 источника дохода. И то, что сейчас происходит между вами, это финансовый поток налаженный. Это когда, знаете, семья или дом, у вас будет семья, если еще пока нет, налаженный быт,
когда на все хватает, и мы не зажимаемся, не считаем каждую копейку. Потому что 9 нумерологии это уже карта результата. То есть когда деньги есть, даже отложенные. У этого мужчины будет много отложенных денег на что-то, на большие покупки и так далее. Сейчас, девочки и мальчики, настраиваемся на 3 карты, которые будут именно на столе горизонтальные. Это внутренний мир, это то, чего не видно, это такой мир внутренний, да, а также человек, который получает советы именно от этих 3 карт. Вы будете получать советы, как найти этого мужчину и так далее. 2 чаш. Воистину неисповедимы пути Господни, потому что вы понимаете, что у нас уже был разговор с вами об этой карте. Хоть ее пока на столе не было, но разговор уже о ней был. Почему разговор был о ней? Да потому что она уже у нас была в духе. Она у нас уже была в духе. Эта карта просто присутствовала, когда я говорила о карте сила. Правда? Эта карта присутствовала в момент, когда я говорила о карте сила. И сейчас она вышла уже в материальной сфере. Это венчание 2 сердец. Я могу с уверенностью сказать, что вы найдете себе человека, с которым у вас будет обязательно семья, у вас будет обязательно брак, у вас будет обязательно взаимопонимание, у вас будет бумага общая, то есть свидетельство о браке. Вы обязательно будете понимать и любить друг друга. Здесь чаша – это как любовь, как, знаете, когда нет никаких препятствий между вами. Это замечательно, я так рада, карта венчания вышла. Друзья мои, он собственной персоной. Наконец-то дождались. Это король жезлов. И как вы заметили, сзади него Ариил, лев Бога. Вообще расклад магический. 2 раза вышла карта сила с намеком на Арииля, на архангела Арииля, который венчает сердца. Потом 2 чаш мистически вышла, о которой мы говорили. И теперь сам король жезлов. И его к вам приведет архангел Ариил. Это энергичный мужчина. Король жезлов всегда знает, чего хочет от жизни. Это всегда тот, который очень активный. Кстати, вот, понимаете, именно вот такой активный, спортивный человек сразу показался нам, да? Он уверен в том, чего он хочет, что он хочет от жизни, какую партнершу он хочет. И он вас сразу узнает. По характеру, по чертам лица. Будьте естественны. Вот единственное предупреждение вам от меня, лично как от астролога, потому что король жезлов, он видит внутрь. Если вы, например, там стесняетесь своего лица или своего возраста, вот он не любит этого. Он не любит. Он любит натурального, какое есть. Ну, не то, чтобы вы там без косметики. Нет, конечно, как хотите. Но вот он любит натуральное все. Он, знаете, жезлы, они... Это энергия жизненная, это страсть такая, да, страсть буквально животная, когда нет никакого притворства, да, когда, например, когда мы встречаемся, часто мы, как-то стесняемся, тушуемся, с одной стороны себя показываем. Так вот, король жезлов, он тот, который любит прямоту. Ну и еще карта, вот, пожалуйста, туз пентаклей. Опять идет речь о том, что человек денежный, у себя на ногах. И знаете, здесь как сеятель. Вот именно сеятель, не зря я эту притчу вам рассказывала, да, потому что это как семя, которое проросло, да, это как семя ваших intentions, ваших намерений, ваших чистых намерений, потому что вы ищете себе пару для счастливой жизни, вы хотите с партнером взаимоотношений, чтобы было интересно 2 вам взаимодействовать, да. Именно пентакли – это как вот это семя, которое попадает в благоприятную почву, когда есть взаимодействие, вот как семя с землей, да, здоровое семя и хороший такой чернозем вместе, они производят вот эту благодать, это растение, которое потом поможет всему живому.
Точно так и здесь. Вот вы как две перчатки подходите друг к другу, как левая рука к правой, да. Вот. А также здесь, кстати, может быть человек выйти к вам, который где-то или у вас хобби похожее, или профессия похожая, но в чем-то вы с ним очень похожи, да. И то, что вы делаете вместе, то, что вот это вас и соединит. Вот это первый разговор будет о том, что «Ой, я это люблю, и мне это нравится». Вот как вы будете удивлены, как он и вы друг к другу подходите в предпочтениях. Вы здесь именно ищете, знаете, как зрелые люди друг друга, не только по эротическим всяким предпочтениям, а вообще смотрите на личность, да. Он смотрит на вас как на личность, и вы на него. Ну, чтобы расклад сбылся, мы, конечно, литургические карты собираем. И вместе с этим благословляем ваш союз, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы нашли друг друга, чтобы вы скорее встретились. Девочки, отписывайтесь, вернее, пишите. Нет, к каналу моему подписывайтесь, здесь все для вас. В смысле, отписывайтесь, что пишите в комментариях, как расклад проигрался, потому что я знаю, он у очень многих проиграется буквально вот-вот скоро. Так что эти дома, и розовый, и голубой, хорошо послужили для вас. Еще заговоренные шишки послужили тоже. И это мантра старинная, которую я вам дала, да, шишки еловые, шишки сосновые, все зло заберут, и любовь в дом вернут. Ее можно повторять, эту мантру, и можно свечу зажечь, можно мои ритуалы посмотреть. У меня есть ритуалы на привлечение любимого. Кстати, все бесплатно, я ни за что денег не беру, потому что я дар получила от высших сил, и также и его и дарю всем. Вот, так что пользуйтесь, пожалуйста, моей помощью. Главное, чтобы у вас все было хорошо. У меня это самая главная задача, да. Очень стараюсь, чтобы у вас все было хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, приходите еще. Я знаю, что мы с вами обязательно увидимся, потому что вы придете узнать ваше будущее и побеседовать со мной. Я буду этому очень рада. Всех люблю, обожаю, и всем моим друзьям счастья. До новых встреч, мои любимые друзья.